Всем приветик, друзья! Я очень рада видеть вас здесь, на моем канале, посвященном вязанию, шитью и всякому прочему творчеству. В этом выпуске вас ждет, пожалуй, один из моих самых долгожданных мастер-классов – кардиган ромбы. Мастер-класс получился очень длинный, я постаралась максимально подробно показать и рассказать все детали и нюансы, поэтому если в какой-то момент вы уже поняли принцип вязания, смело перематывайте на следующий кусочек видео, именно для этого я и делаю тайм-коды. И еще один важный момент, друзья. Я вложила в этот мастер-класс очень много сил и времени. Несмотря на то, что очень много моих зрителей просили купить это описание, я все же сделала его абсолютно бесплатным. Поэтому, если вы захотите отблагодарить меня за это, то у меня на Бусти или по прямой ссылочке на мой накопительный счет вы можете сделать любой взнос. Даже если это будет 100 рублей, это очень поможет развитию моего канала. Ну и, конечно же, порадует меня и будет стимулом и дальше снимать подобные мастер-классы. Все ссылочки, конечно, будут в описании. Ну ладно, навыпрашивал тут денежек, давайте все-таки перейдем к мастер-классу. Приятного просмотра! Итак, сегодня мы будем вязать вместе вот такой кардиган из ромбов. Вот так выглядит схема сборки переда и спинки. Обратите внимание, что плечевые швы — это сгиб целых деталей ромбов. Под номером 1 я указала нашу основную деталь — ромб. И вот здесь на общей схеме спинки и переда я указала, где эти детали располагаются. Помимо полных ромбов нам также понадобятся и половинки. Я обозначила эту деталь номером 2. И указала на общей схеме, в каких местах она располагается. Также есть другая форма половинок ромба, вот такая вытянутая. Я обозначила эту деталь номером 3, и располагаются они по бокам переда и спинки. Самые маленькие детали — это вот такие четвертинки ромба, деталь 4 и 5. Их нам понадобится всего по одной штуке. Для того, чтобы вырез горловины был удобнее, на спинке будет чуть уменьшенная половинка ромба, деталь номер 6. И она также нужна всего лишь одна. А сейчас давайте рассмотрим рукав. Пунктирной линией я указала место сгиба. Здесь я показала еще одну деталь под номером 7. Это немного обрезанный ромб. Это нужно для того, чтобы рукава в итоге не вышли слишком длинными. Таких деталей нам понадобится по 2 на каждый рукав. По той же причине деталь номер 8 — это укороченный треугольник. А вот деталь номер 2, здесь стандартная фигура половины ромба, и здесь их нужно по 3 штуки на каждый рукав. Таким образом, вот общая схема расположения всех деталей. Можете скринить, сохранять себе, чтобы не запутаться. Итого, если посчитать, то всего для кардигана ромбы нам понадобится деталь номер 1 больших полных ромбов 6 штук, деталь номер 2 половинки ромба 11 штук, деталь номер 3 половинка ромба вытянутая 4 штуки, деталь номер 4 четвертинка ромба 1 штука, деталь номер 5 четвертинка ромба зеркальная, тоже 1 штука, деталь номер 6 треугольник на спинку у горловины 1 штуку, деталь номер 7 ромбы чуть обрезанные для рукавов 4 штуки, деталь номер 8 маленький треугольничек для рукавов 2 штуки. Основной элемент нашего кардигана — это фигура ромб. Я сегодня вам покажу уменьшенную версию, чтобы не вязать весь огромный кардиган заново. И у меня здесь 1, 2, 3, 4 цвета и 4 ряда. Для полноценного большого кардигана вам потребуется 8 рядов. Также по цвету, конечно, вы можете брать как разноцветные нити, так и каких-то 2-3 цветов. В общем, здесь полный полет фантазии, как вам захочется. Помимо таких ромбиков, нам понадобятся половинчатые. Половина вдоль, половина ромбика поперек. То есть вот так. И также маленькие кусочки, как четвертинка ромбика. Я покажу, как вязать каждый из этих элементов. Начнем с основного базового ромбика. Как я уже сказала, для него я выбрала 4 цвета. Можно заметить, что у меня уже новогоднее настроение.
по пряже. Здесь у меня пехорка народная, вот эти два цвета. Также молочный хлопок от магазина Атрико. Вы можете выбрать любую пряжу примерно схожего метража. Здесь примерно в 100 граммах 200 метров. Подробно все артикулы и номера этих цветов будут в описании к видео. Ну что ж, давайте начнем. Для вязания нам понадобится пряжа, как я уже показала, тех цветов и количество цветов, как вам угодно. Для этой толщины нам подходит крючок 4 мм, любые ножнички для того, чтобы обрезать нить, и толстая иголочка для заправления кончиков. Начинаем с середины. Вяжется сначала вот этот серединный кирпичик, и по кругу мы наслаиваем вот эти кирпичики. У меня пропорция в 5 столбиков с накидом ширина. Ее также можно варьировать как меньше, тогда ромбик будет более такой собранный, либо увеличивать 6-7 петель, тогда ромбик будет очень такой вытянутый, длинный. Тут уже тоже смотрите, для какого изделия вы вяжете эти ромбы, ведь из него можно вязать и пледы какие-то, подушки, ковры. В данном случае нам подходит именно пропорция 5 столбиков с накидом в кирпичике вот в этом. И таким образом мы будем вязать. Сейчас все покажу. Начинаем наше вязание с 6 воздушных петель. Делаем закрепку первую петлю. Здесь не затягивайте 6 воздушных петель. Очень вот так вот свободно я их набрала. Делаем накид и в третью петлю от крючка провязываем обычный столбик с накидом. Снова накид, в следующую петлю столбик с накидом. И так до конца. Вот, мы провязали, получается у нас 4 столбика с накидом, и 5 у нас из воздушных петель. Итого 5 столбиков с накидом. Это вот этот первый серединный элемент. Дальше мы делаем еще 6 воздушных петель, тоже очень свободных. Делаем накид, 1, 2, в третью петлю от крючка провязываем столбик с накидом. И так до конца. Вот, у нас здесь тоже 4 столбика с накидом, и 1 это подъем из 2 воздушных петель, а вместе это 5 столбиков. Теперь мы эти две части соединяем просто в последнюю петельку сюда. Делаем соединительную петлю. Вот такой длинный элемент получился. Теперь мы будем вязать вот сюда еще один кирпичик. Для этого мы поднимаем 2 петли воздушные. Это наш первый столбик. Дальше провязываем 3 столбика с накидом над каждым столбиком. Вот отверстие над каждым столбиком. Туда мы и провязываем наши столбики с накидом. Провязали 3 столбика с накидом, но сейчас нам нужно опуститься и прикрепиться вот в это место. Для этого мы делаем 2 воздушные петли, тоже очень свободные, и прикрепляемся. Вот здесь у нас 2 воздушные петли были вместо столбика. Сюда мы прикрепляемся за обе половинки петли.
Вот таким образом. Вот, видите? И делаем соединительную петлю. Все, прикрепились. Вот таким образом получилось также 5 столбиков. Сейчас снова делаем 6 воздушных петель. Очень свободно. Накид. В третью петлю провязываем столбик с накидом. И так до конца в каждую петельку. Теперь прикрепляемся снова вот сюда. Здесь я расскажу маленькие секретики, которые я для себя поняла при вязании множества таких ромбиков. Здесь не имеет значения, вы можете любым способом прикрепляться, в зависимости от того, как плотно вы вяжете, каким образом вы вяжете эти столбики. У каждого техника чуть-чуть своя. Я расскажу этот секретик, а вы уже для себя решите, применять его или нет. Когда мы прикрепляемся вот к этим двум воздушным петлям, я прикрепляюсь не за 2 половинки, а за одну. Но не затягивая, аккуратненько. Здесь, конечно, образуется вот такая большая дырка, но дальше, когда мы поднимаем 2 воздушные петли и начинаем провязывать столбики, вот здесь я уже цепляюсь за обе эти половинки. Вот так вот. И этот момент красиво выправляется. И вот этот столбик первый, который был из 2 петель, он получается не узким, а вот таким вот пухленько красивым. В общем, эта информация не обязательна, но вот такой нюанс я для себя просто подчеркнула. Дальше вяжем еще 3 столбика с накидом. В дырочке над столбиками предыдущего ряда. Все, у нас 1, 2, 3, 4, 5 столбиков. Наш кирпичик готов. И в этом случае я просто закрепляю нить и обрезаю ее. Вот наш первый элемент серединки, вот этой, готов. Сейчас он, возможно, немного кривой. Дальше, когда мы будем наслаивать ряды, они будут выправляться. Ну и плюс потом уже в конце, когда мы будем блокировать и расправлять все ромбики, все наши фигуры, будет ровно. Давайте провяжем второй ряд. Для второго ряда я беру бежевый цвет. И здесь мы прикрепляемся вот в том же месте, где закончили. Но я не привязываю нить, а складываю ее петелькой и просто протягиваю над столбиком. Эту нить придерживаю, потом, когда мы ряд закончим, я эту нить с кончиком просто завяжу вместе, чтобы узелков было меньше, чем если в начале узелок, в конце закрепка. Это слишком много узелков. Так, придерживаем кончики, делаем накид и провязываем теперь над каждым столбиком 4 столбика с накидом. Четыре столбика мы провязали. 5-й нам нужно опуститься и прицепиться вот здесь. Делаем 2 воздушные петли, очень свободные я их делаю, очень. И прикрепляемся вот сюда. Помните про тот секретик я говорила, где мы цеплялись за половинку петли? Когда мы опускаем наш кирпичик, здесь
лучше всего я цепляюсь всегда за 2 половинки. Иначе вот в этом месте точно разлезется, если цепляться только за 1 половинку. Просто запомните, когда опускаемся, за 2 половинки петли цепляемся, чтобы сцепка была крепкая. А когда мы поднимаемся вот в этих местах, можно за 1 половинку. 6 воздушных петель делаем. Накид. В 3-ю петлю от крючка провязываем столбик с накидом. И так до конца в каждую петельку. Вот мы провязали 5 столбиков с накидом, включая наши 2 воздушные петли в начале. Вот здесь мы прикрепляемся. И так как дальше мы будем вверху вязать наш элемент, то я цепляюсь за половинку. Надеюсь, я этим вас не запутала. Можете цепляться всегда просто за обе половинки, если вам так проще. Просто видите, второй, сейчас, когда мы вяжем сюда столбики, я сейчас цепляюсь за 2. И получается вот так ровно. В общем, важно, чтобы именно между вот этими элементами не было слишком больших дырок. Вот в чем смысл. Поэтому я уже какие-то вот эти секретики, способы какие-то начала придумывать. Вяжем до конца еще 3 столбика с накидом. Вот, всего 5 столбиков. Я первое время постоянно пересчитывала, чтобы не сбиться, не сделать случайно больше или меньше столбиков. Наш элемент всегда по 5. Кирпичик — это 5 столбиков с накидом. И теперь мы прицепляемся снова вот сюда, к этой стеночке, за половинку петли. 2 воздушные петли, накид и еще 3 столбика с накидом над столбиками предыдущего ряда. Теперь нам нужно опуститься. Мы делаем снова 2 воздушные петли и опускаемся вниз, прицепляясь вот сюда. Вот таким образом получилось также 5 столбиков. Делаем накид и провязываем сюда 5 столбиков с накидом, последний из которых будет снова опуститься. Ну, давайте я без слов провяжу вместе с вами еще до конца. Я думаю, на втором ряде здесь уже становится понятна закономерность, и здесь не нужно никаких схем. Запоминается узор очень легко. Я вот тоже смотрю сейчас, просто постоянно привычка пересчитывать на всякий случай, чтобы было 5. Здесь последний ряд, последний элемент, мы не опускаемся, так как мы здесь все равно закончим нить. Последний делаем обычный столбик с накидом и делаем закрепочку. Обрезаем нить. Вот такой у нас получился
Второй ряд. Здесь, где мы делали закрепку у красного ряда в конце, я здесь ее распускаю, эту закрепку. Только не теряйте вот этот элемент. Так, чтобы у нас просто оставалась нить. И вместе с вот этой бежевой закрепляю прямо на узелочек. Таким же образом и вот этот хвостик, когда мы свяжем третий ряд, просто в конце соединим с предыдущим узелком вместе. Давайте свяжем еще третий ряд, и тогда уже точно вам станет все понятно. Для третьего ряда я беру вот такой светло-зеленый цвет. Также присоединяемся вот в этом месте, где мы закончили предыдущий ряд. Просто делаю петельку и продеваю ее вот сюда. Придерживаю хвостик рукой. Делаем накид и провязываем над столбиками сюда точно так же 4 столбика с накидом. Здесь подтягиваем немножко ниточку. Придерживаем. 4 столбика. Делаем 2 воздушные петли свободные. И прицепляемся вот в это место закрепочной петлей. Дальше точно так же 4 столбика с накидом. Две воздушные петли, опускаемся и прицепляемся вот сюда за 2 половинки петли. Шесть воздушных петель. В третью петлю столбик с накидом. И так до конца в каждую петельку. Прицепляемся вот сюда. 2 воздушные петли подъема, накид и столбик. Снова прикрепляемся вот сюда. Поднимаем 2 петли воздушные и снова столбики до конца. Ну теперь я думаю, что уже точно все понятно. Думаю, дальше сможете без меня довязать до конца ряд этого цвета и еще столько цветов и рядов, сколько вам нужно. Для кардигана нужно 8 рядов. Давайте сейчас попробуем связать половиночку. Так как у нас здесь ширина 5 столбиков с накидом, напополам она не делится, поэтому я взяла на одну больше. То есть, поделив пополам, делаем высоту именно вот этой части 3 столбика с накидом. Вся остальная часть, как и было, по 5 столбиков с накидом. Здесь мы начинаем вот с этого элемента в серединке. И получается, мы делаем не 6 воздушных петель, а 4 воздушные петли. Раз, два, три, 4. Делаем накид, в третью петлю от крючка провязываем столбик с накидом. И еще один столбик с накидом. Итого вместе у нас получается всего лишь 3 столбика с накидом, включая наши 2 воздушные петли. Дальше мы провяжем вот этот элемент, переворачиваем вязание наше наизнанку, делаем 2 воздушные петли
И еще 2 столбика, один из которых это столбик с накидом, вот в эту петлю. Над срединным столбиком, вот сюда, вот в эту петлю, провязываем столбик с накидом. И третий мы опускаемся, это 2 воздушные петли, и прикрепляемся вот сюда над вот этим столбиком из 2 воздушных петель. Прикрепились. Немножечко кривенько выглядит, но так надо. 6 воздушных петель. Накид в третью петлю от крючка, столбик с накидом. И так до конца. Это мы делаем вот этот длинненький элемент. Прикрепляемся вот сюда. Здесь у нас были 2 воздушные петли, столбик, столбик. Вот над этими 2 воздушными петлями прикрепляемся. Делаем 2 воздушные петли и провязываем еще 2 столбика с накидом. Все, делаем закрепочную. Вот так получилось. Получается у нас серединка как с изнанки, потому что мы в этом случае переворачивали вязание. То есть здесь изнанка, лицо, лицо, лицо. То есть разница: здесь мы вязали по кругу спиралью, а здесь мы вяжем вот так, останавливаемся, начинаем, останавливаемся, начинаем, останавливаемся, начинаем, останавливаемся. Таким вот образом. Давайте провяжем еще второй рядок. Кстати, дальше будет проще. То есть именно вот эту первый ряд в таком элементе треугольничка, немножко тут можно запутаться, дальше легко. То есть прицепляем нить вот в этом месте. Я делаю узелочек. И сейчас мы поднимаем 2 воздушные петли. Дальше провязываем столбик с накидом. И еще 2 воздушные петли, чтобы опуститься вниз. Прицепляемся вот сюда. Делаем соединительную петельку. Вот такой маленький кирпичик из 3 элементов получился. Дальше уже как обычно. Делаем накид и обычные столбики с накидом. Провязываем 4 штуки. 4 столбика, а 5 2 воздушные петли. Опускаемся, прицепляемся вот сюда за 2 половинки. Делаем 6 воздушных петель. Последний кирпичик, 2 воздушные петли и 2 столбика с накидом. И завершаем этот ряд закрепочную. Вот так. Следующий ряд мы точно так же вот здесь прикрепляемся, провязываем аналогично, здесь завершаем. Тут, я думаю, тоже уже все понятно. Давайте еще провяжем вот такой треугольничек вытянутый,
который составляет собой половинка от ромба. Здесь мы не можем поделить как-то пополам ровно, потому что у нас все-таки здесь один столбик с накидом, то есть половина столбика не будем мы же брать. Я думаю, это не критично, поэтому узор остается шириной один столбик с накидом. Здесь мы начнем вязание точно так же с серединки, провяжем ее, потом вот этот элемент прикрепимся, вот этот элемент прикрепимся и вот этот элемент. Здесь будет закрепка, конец. Следующий ряд мы снова прикрепляемся вот здесь, провязываем вот этот элемент, прикрепляемся, поднимаем 2 петли, провязываем этот элемент, прикрепляемся, поднимаем этот, опускаемся 2 воздушными петлями, прикрепляемся, провязываем этот элемент и здесь закрепка. Я даже думаю, можно не показывать на примере, потому что здесь уже все предельно понятно, вот так, как я вам сейчас объяснила. Но давайте начнем с вот красный первый ряд провяжем. Начинаем вязание с 6 воздушных петель. В третью петлю от крючка провязываем столбик с накидом. И так до конца в каждую петельку. Дальше 6 воздушных петель. В третью петлю от крючка провязываем столбик с накидом. И так до конца в каждую петельку. Прикрепляемся вот сюда. Поднимаем 2 воздушные петли, провязываем вот этот элемент. Шесть воздушных петель. И прицепляемся вот сюда. Так как здесь уже будет закрепка, то мы, конечно же, за 2 петли цепляемся. И закрепочную. Вот такой элемент у нас получился. Все, дальше максимально просто. Точно так же, вот так, как я объясняла. Думаю, тут понятно. И еще один самый маленький элемент — это четвертинка нашего ромба, которых нам понадобится немного, всего лишь 2 штучки. И, кстати, не забывайте о том, что они нам нужны зеркальные. Если в случае с половинками они у нас симметричны, что так, что так, что так, понятно, да? То вот этот элемент, он нам нужен на переднюю часть полочек, и они должны быть зеркальны друг к другу. Поэтому не забывайте, здесь мы начинаем наше вязание 3 столбика и еще 5. Это вместе получается 8 столбиков. Для этого нам нужно сделать 9 воздушных петель. Делаем накид, в третью петлю от крючка начинаем провязывать наши столбики с накидом.
Итого вместе у нас должно получиться 8 столбиков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И 8 это воздушные петли. В этом случае мы снова прибегнем к переворачиванию вязания. Делаем 2 воздушные петли и провязываем еще 2 столбика с накидом. Вот не в эту дырочку, это над первым столбиком у нас уже есть столбик. Вот в эту дырочку второй столбик получается и еще один. Все, закрепочку делаем, обрезаем нить. Вот таким образом у нас получилось. Давайте сейчас провяжем зеркальную. Для этого нам нужно набрать 9 воздушных петель. Делаем накид, в третью петлю провязываем столбик и так до конца, почти до конца. Последний столбик мы будем с вами опускаться вниз 2 петлями воздушными. Вот, мы не довязали последний один столбик. И здесь мы делаем 2 воздушные петли и опускаемся вниз. Прицепляемся вот в эту петельку. Вот. А теперь мы поднимаем 2 петли подъема и провязываем еще 2 столбика с накидом. И закрепочка. Вот. Таким образом у нас получилась симметричная часть. Дальше опять же проще. Прикрепляемся здесь, провязываем вот так, закрепляемся. Начинаем, провязываем, закрепляемся. Все, думаю, я все рассказала по кусочкам, всем элементам различным, какие только здесь у нас существуют. Всего нам нужно сделать по схеме вот такое количество каждого из элементов. Так, я забыла рассказать еще про один элемент. Это вот эта деталь на спинке, чтобы у нас сзади тоже был немножечко вырез, как горловинки. Мы сделаем треугольник не половину, а убрав весь вот этот сегмент. То есть мы сейчас провяжем вот такую деталь. Для этого мы набираем 6 воздушных петель, накид, в третью петлю провязываем столбик с накидом и так до конца в каждую петельку. Вот наши 5 столбиков и просто делаем закрепку. Серединка готова. Дальше бежевый цвет. Присоединяемся здесь. Здесь все точно так же, как и в предыдущих вариантах, которые я показывала во всех детальках. Так что я провяжу молча.
Второй ряд готов. В общем, я думаю, тут и так все понятно, поэтому я просто довяжу сама. Мне кажется, вы справитесь и без. Итак, для передней части кардигана, вот у нас одна полочка. Здесь будет симметричная такая же часть. И вот эти плечевые, не забудьте, что они у нас одним большим ромбом на сгибе. Сейчас мы все это будем соединять. Важный момент. Вот эти части должны соприкасаться, а вот эти уже пониже быть. То есть они не могут все в кучу вот так соединяться, в точку, потому что у нас не точка. Вот. Вот таким образом ступенька за ступенькой у нас соединяется. Здесь тоже. В этом месте тоже соединяются вот эти места, а этот кончик уже ложится сюда. Давайте начнем вот просто с вот этого момента. Остальные пока отложим. Итак, для этого берем, конечно же, зеленую нить. Именно поэтому даже когда у вас ромбы все разноцветные, очень удобно, если последний ряд у вас всегда какого-то одного цвета. Таким образом будет легко соединять одной нитью, чтобы ничего не торчало нигде. В этом месте мы начинаем соединение где-то с серединки вот этого элемента и верхней частью вот этого элемента. На самом деле можно сшивать, конечно, абсолютно любым удобным вам способом, даже просто иглой с нитью с той стороны. Так, вот так. За каждую петельку. Но я использую свой любимый способ. Соединяем самый уголочек вот этого элемента с самой впадинкой вот этого элемента. И захватываем обязательно одну половинку петли с одной половинкой петли. То есть не за обе половинки, только за внутреннюю часть, которая вот с изнанки. За одну часть. Чтобы одна часть на лицевой стороне оставалась. Мне нравится таким образом больше всего, потому что соединение получается плоским и не топорщится, не образуется рельефа, бороздки такой. Так, я делаю накид, цепляюсь за внешнюю часть и у другой части тоже за внешнюю часть петельки. Продеваю и через петлю. Дальше проще. Снова половиночка. Не хочет разделяться. Вот половинка петли. Здесь половинка петли. Продеваем и через образовавшуюся нашу петлю. Если дальше вам сейчас будет не совсем понятно, каким образом я соединяю эти мотивы, то у меня есть отдельный мастер-класс, где я рассказываю подробно о нескольких способах соединения квадратных мотивов, в том числе и этот мой любимый способ. Ссылочку я оставлю в описании к видео. Здесь не затягиваю. Важно следить таким образом, чтобы у нас каждый раз вот эта крайняя петля соединялась с самым углублением, а здесь вот эта петля с самым углублением в этой части. В общем, чтобы оно как пазл ступенька в ступеньку ходило, чтобы не перекашивало вот так или вот так. Понимаете, да, о чем я? Следите просто за именно положением этих деталей. Вот таким образом. Получается, на изнанке у нас такой немножко рельефный, но на лицевой стороне у нас остается вот это как обводочка. Это из-за того, что мы оставляли внешнюю часть петли края
не захватывали, только внутреннюю. Получается у нас внутри такой шовчик. И таким образом, мне кажется, наиболее красиво соединяются детали. Давайте я провяжу до конца и встретимся здесь. Итак, мы довязали до конца. Дальше мы присоединяем сюда следующую деталь. И здесь, то есть мы закончили вот на этом моменте. Делаем соединение вот здесь, вот в этом месте. Просто можно прям за 3 петельки. Все 3 петли 3 деталек соединяем и вместе. Все, закрепили. И таким же образом сейчас мы соединяем вот этот маленький кусочек. Не забывайте, что мы только за одну половинку петель соединяем, чтобы узор у нас оставался. Периодически на самом деле поглядывайте, поворачивайте на лицо и поглядывайте, чтобы нигде случайно не был захвачен вот этот вторая половинка петли. Вот здесь, кстати, смотрите, видите, ошибка. Вот, я случайно захватила вот эту петельку. И вот она здесь видна. Поглядывайте регулярно. Ну, если, конечно, для вас это имеет значение, чтобы было очень вот так ровненько все. На самом деле, издалека, вот в таком состоянии, как бы это и незаметно. Но просто знайте, имейте это в виду, что такие ошибочки очень легко можно совершить. Так, ну и сейчас не буду исправлять, потому что это все вообще тестовое, учебное. Я вам как раз наглядно показала. Это даже здорово, что у меня получилась ошибка, чтобы вам ее показать. Так, еще одну петельку делаем. Так, вот мы соединили, и сюда мы присоединяем наш плечевой элемент. Вот сюда. И сейчас мы пойдем снова вниз. Ступенька за ступенькой таким же образом. И вот здесь встретимся. Каким именно путем или очередностью, параллельно или зигзагами вы будете соединять все эти ромбы, не имеет абсолютно никакого значения. Главное просто их как-то соединить по общей схеме. У нас получается вот сейчас вот так идет. Сразу же можно сюда присоединять и спинку, то есть это у нас передняя часть полочки, это плечевой шов. И он как бы плавно переходит и в спинку. Сразу сюда уже можно добавлять следующие элементы, да, если вы хотите беспрерывной нитью соединять. Вот таким образом. Здесь тоже в стежках протягивайте нить. И дальше вот таким образом. И спинку по картинке, по схеме, которую я вам покажу. Мы соединили одну половинку передней части, аналогично соединяем вторую половинку передней части и переходим на спинку. То есть у нас плечевой вот этот элемент, он единый. И точно таким же образом начинаем соединять спинку всю полностью, тоже пока у нас не будет здесь большой квадрат. И берем нашу детальку, которую мы одну единственную вязали для спинки, переворачиваем на спинку. И вот сюда точно так же пришиваем. Все, и также продолжаем пришивать полностью всю спинку. Кстати, да, чтобы вот в этом месте по бокам горловины не было таких острых углов, можно легко их сгладить следующим образом. Чуть-чуть отступить от угла, сделать соединительный полустолбик без накида, дальше столбик без накида, дальше столбик с накидом, потом еще парочку столбиков с накидом, и дальше снова на убывание столбик без накида, соединительный полустолбик. Таким образом получится плавный переход. А сейчас мы соберем рукав.
Берем ту детальку, которую мы уменьшали на 3-4 сегмента. Вторую деталь я возьму прямую, просто заверну таким вот образом. Также нам потребуется 3 треугольничка. Вот таким образом в развертку. Не знаю, давайте вот так поверну. На самом деле перед сшиванием можно все детали заблокировать на доске или на коврике блокировочном, чтобы у нас вот так все не загибалось. Или можно сразу все сшивать, а потом уже отпаривать и проводить ВТО. В моем случае вот здесь остается совсем маленький кусочек, так как у меня уменьшенная копия. В варианте настоящего большого кардигана у нас вместо 4 рядов 8 рядов, поэтому ромбы гораздо больше. И сюда у нас остается треугольничек. Вот на оригинальном кардигане треугольничек из 1, 2, 3, 4 рядов. В общем, ориентируйтесь на вот этот вариант. И просто сшиваем вот таким вот образом. И потом сюда пришиваете уголочек. Сейчас я это все сделаю и дальше покажу, как мы уже пришиваем рукав к основе кардигана. Вот такая деталь рукава у нас получается. И сейчас мы будем ее пришивать к нашей основе. Представьте, что здесь вторая половина тоже есть. Вот у нас спинка. Здесь у нас вот такой фигурный вырез кардигана спереди полочек. А другой край, соответственно, для рукавов и боковых швов. Разворачиваем полностью нашу деталь. Вот перед половинка, плечевой шов, спинка идет, здесь горловинка, здесь дальше вся спинка идет дальше и переходит в другую часть симметричную передней половинки. Я надеюсь, я понятно объяснила. Так вот, вот этот прямой край — это как раз место для рукава и бокового шва. Сюда мы и будем пришивать наш рукав. Находим середину плечевого шва нашего. Здесь середину рукава детали. Прикладываем. Закрепляем здесь маркерами. И с изнаночной стороны любым удобным вам способом пришиваем. Можно для удобства рукав немножечко растянуть, чтобы не стягивал потом. Соединили этот шов. И вот теперь можно еще немножечко отгладить. И складывая пополам по плечевому шву, мы получаем вот такой вот рукавчик. Теперь точно таким же образом соединяем по боковым швам рукава и тела кардигана. Вот такая у нас получилась половинка нашего кардигана. И дальше мы делаем обвязку обычной резинкой. Сейчас я покажу как. Сначала мы делаем обвязку по низу и затем уже полностью вот эту линию, ну и рукава, соответственно, тоже. Ширину резинок вы можете варьировать абсолютно любую, как вам нравится. И сейчас я покажу на примере резинки по низу. Остальное вы сделайте аналогично. Конечно, все хвостики нужно заправить. Я этого не сделала, потому что вяжу образец. И резинку легче всего вязать справа налево, обычно так. Поэтому идем до самого края другой стороны и оттуда начинаем. Прицепляете нить. И дальше набираем то количество петель ширины, которое вы хотите резинку, плюс 1 петля. Допустим, я хочу ширину 4 петли и плюс 1, значит я набираю 5 воздушных петель. Делаю накид и во вторую петлю от крючка провязываю полустолбик с накидом. Снова накид и через все 3
петельки. И так до конца. Дальше мы присоединяемся куда-нибудь сюда. Так как у нас здесь петли, столбики такие неравномерные, так скажем, то мы просто прикрепляемся в какое-нибудь место соединительным столбиком. Вот, присоединились. Дальше мы делаем столбик без накида, провязываем и поворачиваем наше вязание. Делаем накид и провязываем в третью петлю от крючка полустолбик с накидом. И такие полустолбики с накидом провязываем до конца. Чтобы не запутаться, пересчитывайте, сколько их должно быть. 4. Вот 4. Раз, два, три, 4 провязали. Дальше делаем воздушную петлю, не забываем. И снова переворачиваем наше вязание. Движемся обратно. Накид во вторую петлю. Накид. На самом деле вариантов резинки существует много. Более широкие, более узенькие, плотные. То есть, если вы любите какой-то другой вид резинки, то сюда подойдет абсолютно любая. Вы можете также забить в поиске мастер-класс на какие-либо другие виды резинки и вязать именно тот способ. Я показываю просто самый мой любимый, простой, из которого вязала я. Так, провязали мы 4 полустолбика с накидом и прицепляемся теперь соединительной петелькой и еще один столбик без накида. То есть получается, здесь мы делаем воздушную петлю, чтобы перейти на другой ряд, а здесь мы прицепляемся и делаем столбик без накида, чтобы тоже снова перейти на следующую. И вот таким зигзагообразным способом, получается, мы и вяжем нашу резинку. Не забывайте пересчитывать каждый раз, сколько вы делаете столбиков, чтобы у вас резинка не стала случайно чуть уже или чуть шире, потому что это очень частая ошибка, легко ее допустить, поэтому лучше каждый раз пересчитывать. Так, я вначале немножко неправильно показала. Когда мы провязали ширину резинки и присоединяемся, мы делаем не соединительный столбик, а столбик без накида. Вот такой и второй. Отличия почти нет, ну просто так удобнее, 2 одинаковых столбика без накида. Проделывайте и вяжите, разворачивайтесь и вяжите дальше. И вот такая вот резинка получается. Я сейчас вяжу достаточно рыхло, поэтому она у меня такая растянутая. В оригинальном кардигане вот она такая вот получается. Но здесь у меня большая ширина, конечно, в отличие от вот этой маленькой. Я провязала до конца резинку нашей половинки кардигана. И сейчас мы как раз будем сразу с этого места начинать вязку полностью по контуру всего кардигана, наших полочек и горловинки. Я возьму также 4 петли ширину нашей резинки. И я сейчас покажу, как делать дырочки для пуговок. Начинаем все точно так же. 4 плюс 1 это 5 воздушных петель. Пока делаю все то же самое, что и с резинкой предыдущей.
Итак, допустим, мы провязали вверх, вниз, вверх, и уже можно делать дырочку для первой пуговки. Я уже сделала воздушную петлю для перехода на новый ряд, перевернула вязание, и теперь мы делаем все то же самое, но провязываем первую петельку из наших 4 петель ширины резинки, потом 2 пропускаем и 4-ю тоже провязываем. Давайте сейчас я покажу. Не забывайте, что мы начинаем вязание во 2-ю петлю от крючка, потому что это у нас петля подъема на новый ряд. Итак, провязываем 1-ю. Дальше вместо этих 2 петель мы делаем просто 2 воздушные петли. 1, 2. Дальше снова делаем накид и провязываем самую последнюю, пропустив 2 петли. Все, ряд мы как будто провязали. Дальше снова присоединяемся. Поворачиваем вязание. И дальше вяжем все как обычно, потому что количество петель у нас не изменилось, ведь мы сделали вместо 2 провязанных петель 2 воздушные петли. Здесь нужно быть аккуратным, точно так же за петельку зацепляем и провязываем. Вот такая у нас дырочка получается. Я просто вяжу очень слабенько, поэтому у меня тут такие дырочки. Это опять же для образца. Поэтому такое вот у меня рыхлое вязание. Вообще можно потуже все это подтягивать, и будет все здорово. Если у вас резинка шире гораздо, допустим 6 петель или 8, да, здесь, наверное, удобнее будет взять четное количество петель, чтобы именно в середине делать вот эти дырочки для пуговиц. Ну и, конечно, исходя из того, какие у вас пуговицы, широкие или маленькие. Может быть, и одной петельки достаточно, а может, вам нужно 3 или 4. Например, в моем оригинальном, я тут тоже пропускала 2 петли всего лишь в дырочки, но здесь у меня гораздо плотнее вязание было. Вот такая тоже дырочка. Можно сразу отметить вот место, где у вас переходит вот этот уголок плавный. Где-то примерно здесь пуговку, где-то в середине и вот в начале. Я это все делаю примерно на глаз. Можно пометить примерно маркерами вот здесь. И потом, когда вы уже вяжете эту резинку, примерно понимаете, в каком месте делать вот эту дырочку. На этом моменте, я думаю, все объяснила. Надеюсь, у вас получится интересный, классный кардиган. Ну а дальше вам останется только пришить уже пуговки на другой стороне. Пуговки выбираете уже тоже по своему усмотрению, какого цвета, контрастного или в тон кардигану. Так что желаю вам удачи и вдохновения на оттенки и варианты такого кардигана. Ну что ж, я очень надеюсь, вам этот мастер-класс понравился и был понятен, и вы обязательно попробуйте связать подобный кардиган. Я напомню о ссылочках под этим видео, по которым вы можете отблагодарить меня за этот мастер-класс. Ну или просто поставьте палец вверх и напишите комментарий с благодарностью, я буду очень рада. Всем еще раз хорошего дня и всем пока-пока!